Вы наверняка не знали о том, что не обязательно покупать квартиру за полную стоимость, чтобы начать зарабатывать на недвижимости. Существует несколько способов инвестировать, не внося сразу всю стоимость квартиры. И сегодня с вами мы посмотрим не только на уже готовые квартиры, но и на проект новостройки, который будет сдан в 2028 году. А что самое крутое, эти два комплекса от одного застройщика и расположены рядом. Поэтому мы с вами сегодня погуляем по уже готовому завершенному дому, а сверху, с высоты, полюбуемся на новый проект. Итак, застройщик Анда Тауэр. Именно о нем пойдет речь в этом видео. Хочется сразу отметить, что это не какой-нибудь там фешенебельный проект с лишним пафосом и дорогой рекламой. Нет. Зато это застройщик, который себя уже зарекомендовал на рынке, который имеет за плечами несколько готовых проектов. Один из них находится возле Вокса, это здесь, в Батуми, а остальные расположены возле парка Лиха и Марии Качинских, где я, собственно, сейчас нахожусь. Названия у этих комплексов простые и лаконичные. Анда-1, Анда-2 и Анда Метрополис. В Анда-1 уже проживают люди. В Анда-2 он уже тоже практически готов, там осталось совсем чуть-чуть. На нижних этажах тоже уже в некоторых квартирах проживают люди, а на верхних этажах идут внутренние работы. Именно, собственно, в этом доме мы с вами сегодня погуляем и с высоты посмотрим на будущий проект Анда Метрополис. Но прежде чем войти внутрь комплекса, я хотел бы обратить ваше внимание на его расположение. Находится он в районе под названием Новый Бульвар, рядом с парком Лиха и Марии Качинских. Кстати, этот парк был открыт в 2014 году и назван в честь польского президента Лиха Качинского и его жены Марии. Вот. Ранее здесь был пустырь, но с момента 2010-2012 годы это место преобразовали в благоустроенную зону отдыха с аллеями, с тропинками, с газонами и фонтанами. Район также известен наличием нескольких казино, в частности таких как Eclipse или Grand Bellagio, и также наличием торгового центра, который находится прямо напротив парка Лиха и Марии Качинских и называется Метро Сити. В общем, это топовая локация, она подходит хорошо и для аренды, и для жизни. А сам комплекс находится на улице Сгвеспирис. Вы сейчас у себя на экране видите карту с его расположением и близлежащей инфраструктурой. Кстати, сам проект Анда Метрополис планируется из двух блоков по 22 этажа каждый. И несмотря на то, что это жилой комплекс, он будет также предоставлять функции апарт-отеля. В нем будет небольшая минимальная инфраструктура, включающая консьерж-сервис, ресепшн, также будет несколько бассейнов и даже теннисный корт. Хотя теннисный корт будет располагаться ближе ко второму Анда, но им также смогут пользоваться и владельцы комплекса Анда Метрополис. Давайте подробнее рассмотрим застройщика. Стоит сразу отметить, что концепция данного девелопера заключается в строительстве жилых комплексов с элементами апарт-отелей. То есть они будут с центральным отоплением, с газом, что очень важно, особенно учитывая, что в Батуми бывает не только море и яркое солнце, но и дожди, и даже снег. Да? Поэтому зимой особенно важно, чтобы было ваше жилье не только комфортным, но и теплым. Итак, мы в комплексе Анда-2. Стоит, наверное, сразу сказать, что Анда Метрополис будет похож на Анда-2. Мы сейчас находимся внутри, здесь уже установлен ресепшн. На первых этажах всегда у Анды это коммерческие помещения. С левой стороны от самого здания находится подземный паркинг. Вообще стоит обратить внимание, что Анда как раз славится наличием больших парковочных мест, и Метрополис не будет исключением. С правой стороны здания находится еще один лифт, с помощью которого можно подняться на верхние этажи, а посередине здания, да, парадный вход, и вот за этой дверью находятся парадные лифты. Мы сейчас пойдем к ним и поднимемся на верхние этажи, и там погуляем. Кстати, чуть не забыл, я подготовил для вас презентацию, чтобы не затягивать этот обзор, в который собрал всю техническую характеристику, актуальные цены на март 2025 года и другую полезную информацию. Вот. Но за это я, конечно, бы хотел получить небольшую выгоду. Я уже подробно изучил этот проект, не первый год знаю застройщика, все красиво упаковал в презентации, поэтому, чтобы ее получить, перейди в мой Инстаграм, подпишись и напиши мне в директ «Метрополис».
и я тебе обязательно все отправлю. Так, и вот мы на 18 этаже. План этажа здесь Т-образный. Собственно, Анда Метрополис будет находиться вот здесь. Туда мы сейчас и отправимся. План этажа вы видите у себя вместе со мной на экране. В комплексе уже, в принципе, установлены все входные двери. Плитка на полу, декоративная штукатурка на стене. И сейчас мы как раз идем в ту самую сторону, где находится Анда Метрополис, и посмотрим его с высоты. Погнали! И вот он, проект Анда Метрополис, который будет сдан в 2028 году. А сейчас мы находимся в одной из квартир комплекса Анда-2. Здесь уже сделан минимальный ремонт, подведены коммуникации. В принципе, такие же квартиры можно ожидать и от комплекса Анда Метрополис. Получается, вообще, это солнечная сторона, поверьте мне. Несмотря на такую погоду, здесь открывается потрясающий вид на горы. И сейчас, конечно, их плохо видно в связи с погодой, но у меня есть кадры прошлой съемки, вы сейчас тоже увидите все на экране. Вообще от этих гор веет такой особенной энергетикой, и здесь действительно классные виды открываются. В самом комплексе Анда Метрополис есть как и виды на горы, так и виды на море. Вот, кстати, в Батуми вид на горы — это в основном солнечная сторона, а виды на море — теневые, поэтому учитывайте это при покупке квартиры в Батуми. Кстати, напишите еще в комментарии, что вам нравится больше, вот, будет интересно почитать. Кстати, вот он, Анда-1, и за моей спиной находится Анда Метрополис. Вы сейчас на экране у себя можете видеть все рендеры, все планировки. Я не буду подробно на этом останавливаться, чтобы, опять же, не затягивать обзор. Вот, просто отмечу, что здесь есть как и студии, так квартиры типа формата 1+1, так и 2+1, то есть две студии, то есть две комнаты плюс студия, да, вот. И все они продаются в белом каркасе. Вот, также застройщик может сделать ремонт, вот, ну, получается, за отдельную сумму, либо же вы можете сделать ремонт самостоятельно. Кстати, если вам нужны контакты строительных бригад, просто напишите мне в Telegram, и я вам отправлю их. Еще пара интересных моментов. Вот с этой стороны Анда Тауэр открывается вид на море и на парк Лихая Марии Качинских, но я больше всего хотел даже показать не сам вид, сколько еще другую отделку, да, других студий, которые здесь находятся. Пойдемте, я их вам покажу. Получается, вот очередная студия. Вот, их, между прочим, кстати, можно взять под объединение. Я продавал здесь две студии под объединение. Единственное, что стоит учесть, так это то, что не все, получается, квартиры подлежат, ну, не все стены, да, подлежат демонтажу, потому что между квартирами может быть несущая стена, и убрать ее не получится. Но, в принципе, такая возможность тоже сохраняется. И в Анда-2, собственно, где мы сейчас находимся, можно еще купить несколько квартир от застройщика, они еще остались на балансе компании. Вот. И также есть несколько квартир от инвесторов, которые купили здесь квартиры пораньше, да, с целью перепродать. Все эти квартиры доступны для взятия в ипотеку. Вот, это как раз и позволит вам купить квартиру, не обладая всей суммой, да, на руках. Кстати, читал недавно статью на бизнес-медиа, появилась информация, что Нацбанк Грузии упростил условия ипотечного кредитования, и теперь граждане Грузии могут получить ипотеку под 10% первого взноса, было 15%, а нерезиденты Грузии могут получить по 20% первого взноса, да, вместо 30%, если, конечно, не смогут еще подтвердить свои доходы. Не знаю, как они будут все это подтверждать. Вообще, во всяком случае, раньше это не требовало никаких дополнительных справок подтверждения доходов. Вот. Но такая вот статья мелькнула в интернете, и я надеюсь, что это правда. Теперь поговорим с вами про цены и условия покупки в Анда Метрополисе. Но прежде чем продолжить, я хотел бы отметить именно про обслуживание, которое составляет здесь всего 30 центов за квадратный метр. Возможно, к 2028 году цены поменяются, вот, тариф тоже изменится, но пока что это одно из самых выгодных предложений на рынке. Что касательно условий покупки, то здесь застройщик предлагает 48 месяцев беспроцентной рассрочки и с первым взносом всего 30%. Вообще, возможно войти в проект и с 10% первым взносом. Сейчас еще такая возможность есть, поэтому ловите шанс. Вот.
А раньше, например, год назад условия были еще интереснее, было 60 месяцев беспроцентной рассрочки, и можно было войти на этапе котлована по $500 за квадратный метр. У меня, кстати, купил клиент квартиру здесь в рассрочку с ежемесячным платежом всего $300 в месяц. А что интересно сейчас? Ну, а сейчас цены, ну, вы видите прайс на экране, они разнятся в зависимости от этажа, площади, вида и так далее. А еще цены подробно вы можете посмотреть в таблице. Я специально указал первый взнос 10% и количество ежемесячных платежей, да, то есть можно посмотреть, какой будет ежемесячный платеж в месяц в зависимости от квартиры и блока. Вот. Математика тут довольно простая, соответственно, если платеж, первый взнос будет больше, то ежемесячный платеж будет, соответственно, меньше, и наоборот. Более подробно ценные условия вы можете посмотреть в презентации, о которой я уже говорил, и вы знаете, где ее взять, в Инстаграме, да? Вот, но рассрочки может быть вообще не быть, да, может быть нулевой ежемесячный платеж, если вы внесете полную стоимость квартиры. Кстати, за полную стоимость квартиры застройщик предлагает скидку. Вот, решил тоже с вами поделиться этой информацией. То есть зайти в проект можно, имея 4, ну, 5 тысяч долларов, да, у вас получается первый взнос 4-5 тысяч долларов с рассрочкой и ежемесячным платежом от $700-800 в месяц, ну, может быть, чуть больше, в зависимости от квартиры, этажа, площади и так далее. Вот, поэтому выбирайте понравившуюся квартиру, уточняйте детали у застройщика, у меня. И, кстати, еще один важный момент. Квартиру можно купить удаленно. У застройщика открыт расчетный счет в грузинском банке, поэтому вы можете перевести первый взнос и ежемесячные платежи последующие по реквизитам грузинского банка. Несмотря на то, что Анда Метрополис — это жилой комплекс, он может быть интересен и для инвесторов. Вообще есть несколько стратегий заработка. Это дождаться, когда полностью комплекс уже будет готов, и сдавать его, да, в аренду. Либо второй вариант — это зарабатывать на момент строительства, да, то есть купить дешевле и продать дороже, то есть на росте стоимости актива, на капитализации. Вот, в среднем в Батуми новостройки растут примерно на 10%. Давайте с вами просто разберем один из примеров. Вот, например, возьмем квартиру в этом комплексе, имею в виду в комплексе Анда Метрополис с видом на горы в блоке Б, на среднем этаже, на 10-м, например, площадь 46,7 квадратных метров, цена $1120 за метр, ежемесячный платеж $981, при первом взносе $5230. Прогнозировать будущее, конечно, это дело такое самонадеянное, но если предположить, что цена вырастет хотя бы до 1200 за метр квадратный, предположим, за год, я думаю, это более чем реально, то тогда прибыль составит $80 или $3736. А инвестировали вы $5230, это первый взнос, и $11772, это 12 ежемесячных платежей по $981. Итого это $17 тысяч. Делим прибыль на вложенный капитал, то есть $3736 на 17 тысяч, получается около 22% годовых на вложенные деньги. Итак, как видите, начинать зарабатывать на недвижимости можно без огромных вложений. У вас есть несколько стратегий. Вы можете воспользоваться рассрочкой и войти в Анда Метрополис, да, то есть купить квартиру на стадии строительства. Можете воспользоваться ипотекой и купить готовую квартиру и получать прибыль от аренды. Тут, конечно, то, что вам ближе, да. Самое главное здесь понять, что вам не нужно обладать всей стоимостью квартиры, чтобы начать зарабатывать на недвижимости. Главное — это правильно выбрать стратегию, следить за денежными потоками, чтобы ваши расходы не превысили доходы, ну и, конечно же, выбрать надежного застройщика, о которых, кстати, я рассказываю на своем YouTube-канале. Подписывайтесь, если вам близка эта тема, ставьте лайк. А на сегодня я с вами прощаюсь. Мне очень было приятно снимать для вас сегодняшний обзор. Увидимся в следующем видео. Bye.